Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 ноября. Давайте узнаем, что ждет до конца ноября месяца или что ждать, может быть и так тоже, или чего ждать. Возможно, это будет связано с какой-то персоной для вас очень важной. И будем, конечно, реалистами, всегда говорю об этом, поскольку любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Он может предложить вам к рассмотрению альтернативные варианты, которые могут случиться или произойти в вашей жизни. Вот давайте мы с вами узнаем, что же случится или произойдет, и достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, потоковая информация, с чем будут связаны события с 20 ноября и до конца месяца. Открыты двери или закрыты? Что вам нужно знать, что важно услышать? Возможно, это те обстоятельства, которые оказывать будут влияние на вас, или сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы, открыты двери или закрыты, каковы ключи, третий знак судьбы. И если мы спрашиваем, что же случится, что произойдет, возможно, как ключевое событие, что идет в вашу жизнь, или практически уже на пороге, вы пока этого не видите, не знаете, а придется как раз этими делами заниматься. Итак, что скоро случится или произойдет. Неожиданности. Возможно, это информация, которую вы получите, как правда откроется, или связана опять же с человеком. Мы все разные. Неожиданно какой-то человек появится или информация будет. И что прояснится, к чему все идет, зачем все это было нужно, давайте тоже узнаем. И по основным сферам жизни с 20 по 30 ноября, чего ждать в сфере личной жизни, любви и в целом взаимоотношений, чего ждать или что ждет в сфере финансов, и что ждет в сфере ваших достижений. У кого-то работа, у кого-то документы, планы ваши, мои дорогие близнецы, важные встречи. Итак, первый знак. Ну, наверное, дела финансов – это основа всего. У кого-то конкретно по этой карте это вопросы дома. Ну, кто-то улучшает, делает жилье более комфортным, а кто-то ждет гостей, может быть и так, мои дорогие, такое вполне вероятно. У кого-то купля-продажа. Но девятка пентаклей – это когда мы, конечно, рассчитываем сами на себя. И, кстати, тогда больше получается. Здесь карта говорит, что мы, знаете, вот как поставили цель, на чем-то сконцентрировались, и так вот и вдумчиво, и очень внимательно относимся, и тогда ваш план исполнится. По сути дела, это карта финансового благополучия, стабильности. Где-то отчасти она говорит о том, что ну вот вы именно идете по своему плану. Нет советчиков, может быть и нет помощников, но главный результат, который вы получите, он вас будет радовать. Может быть, знак судьбы, какие-то денежные вопросы, или это будет связано с документами. Нет закрытых дверей. Буквально сами вы открываете двери и решаете, кому войти в ваш дом или нет. Второй знак судьбы. Ну, наверное, это вы сами. И у кого какие задачи. Конечно, это карта рациональных решений и такой холодной головы. Где-то перекликается финансовая тема, потому что, ну, в вопросах финансов там не надо добавлять эмоций. Иначе будет еще та путаница. Ну, у кого-то, несмотря на то, что король мечей – это больше сигнификация вашего знака, может быть, даже и вам, мои дорогие девочки, придется быть в более таких мужских энергиях, принимать те решения, которые, ну, как в обществе принято, что больше к мужчинам, да, прерогатива мужская. Ну, брать ответственность на себя, может быть, и вам потребуется. Но для кого-то это ваш партнер, я такое вполне могу предположить. Хотя не совсем карта говорит, но тем не менее. Это персональная карта, король мечей. Возможно, тот человек, который, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии воздуха, весы, водолей, или имеет там асцендент. Кроме всего прочего, это карта статусного человека, карта той персоны, которая работает в рамках собственных полномочий. Нам тут конкретно врач изображен,
Поэтому узкие специалисты идут, люди, работающие с металлом, идут, чиновники мои дорогие или официальные какие-то лица, которые тоже вот им доверили работу, да, вот у них есть какой-то регламент, протокол, может быть, да, вот от и до, в рамках их полномочий они принимают какие-то решения, но как бы не плюс и не в минус. Может быть, у кого-то и вопросы в суде. Вот мы настолько разные, а карта очень емкая. И для кого-то необходимая консультация юриста, адвоката, специалиста, чтобы разобраться в юридическом вопросе. Вот самые разные такие направления, у кого чего касается. Следующий знак судьбы, карта умеренности. Ну, может быть, это вы чего-то и ждете. А вот чего вы ждете? Возможно, все же это старший аркан говорит, что ты что-то быстро не воссоздашь или не оформишь, потому как обстоятельства именно так на вас воздействуют, что, ну, словно у судьбы свой какой-то регламент, мои дорогие. Возможно, именно события внешние влияют на вас, мои дорогие близнецы, именно так, с 20 по 30, что быстро какое-то дело не обустроишь. Возможно, вот то, чем вы занимаетесь просто, да, или вы и сами можете понимать, что, ну да, добрые дела наспех не делаются. Но, знаете, есть такое значение, словно ангелы наблюдают за вами. Что это? А ведь и правда ожидания. У кого-то, может быть, просто жизнь идет своим чередом, потому что по королеве кубков ожидания. Может быть, это вы уже к этому периоду, к 20 ноября. Ну, есть какая-то тема или ваша задумка. Это требует некоего ожидания. И это ожидание связано не потому, что вот вы как бы, да, ждете, а вы уже как, ну, может быть, вынуждены что-то подождать, потому что старший аркан всегда внешние силы, внешние события, и как будто вот такой своеобразный экзамен жизни вы сдаете. Любая тройка– это карта будущего. У кого-то из вас это период обучения. Или пусть это не напрямую обучение, что буквально мы сели за парту, но вы ищете какую-то информацию, или вы, в принципе, исследуете для себя как поиск вторичного дохода, или куда вы можете приложить свои силы, вот свои ресурсы, ваши таланты. И это тоже требует определенного времени. Кто-то может ремесло, скиллы, навыки какие-то, и я должна сказать, вот получить это вполне реально. Нам не нужно сидеть годы в университете, а мы это можем обрести за несколько месяцев, сдать экзамены, получить сертификат, потому что по тройке пентаклей мы именно таланты раскрываем. Но, может быть, вот этот экзамен еще предстоит пройти и буквально документ у кого-то получить. Но то, что мы изучаем, или то, что мы узнаем, нам как будто бы пригодится и даже будет влиять на ваш доход и увеличивать вашу силу. Может быть, это, вы знаете, у кого-то не совсем с работой или с вашей деятельностью связано, а связано именно с тем, что вы хотите достичь по аркану сила. И это может быть, кстати, личная история. Когда вы хотите быть с конкретным человеком, но, может быть, на данный период времени это не получается сделать, потому что по аркану умеренности внешние какие-то препоны или что-то вам мешает. Как будто карта говорит, двери откроются, но не раньше, чем вот эта девушка наберет в кувшины эту воду. То есть мы вынуждены, мы понимаем, что это не просто та пауза, которую мы сами как создали, да, от нерешительности, от нежелания. Но тут, скорее всего, вынужденное какое-то ожидание, хотя кто-то из вас, это, знаете, иногда бывает такое, с учетом, что все-таки у нас здесь король, а здесь аркан сила, и это карта женской силы. Поэтому для кого-то из вас, мои дорогие девочки, например, это вы можете быть желанны для противоположного пола. Какая-то новая история, может быть, история даже, которая начиналась по интересам, а не с любви с первого взгляда. Мои дорогие мужчины, это вы можете думать о женщине, которая для вас очень привлекательна. И, может быть, есть какая-то либо дистанция, либо невозможность, да, вот как по королеве кубков. Тогда это та женщина, которая вам дарит эмпатию, как душевное тепло, вдохновение, чем-то вас вдохновляет. Но, конечно, аркан сила это тоже старший аркан, и
нам карта говорит, вам в каком-то вопросе придется либо договариваться, либо, может быть, пойти на какой-то компромисс. Потому что не случайно, ведь тут дипломатия, дверь закрыта. Да, но дипломатия нам необходима для того, чтобы вот с этим львом взаимодействовать. А лев– это символ нашего эго. И он подчиняется именно потому, что не чувствует агрессии. Значит, какой-то вопрос вам будет проще, мои дорогие близнецы, решить, если люди окружающие или с кем у вас, подумайте, назначены переговоры или важные беседы, или, в принципе, все ведь решают люди от того, как мы с ними правильно взаимодействуем, насколько правильно они поймут, чего мы на самом деле хотим, на что мы настроены, к чему мы готовы. Вот когда интересы совпадают, потому что тут может быть конкретно деловой момент. А раз деловой, стало быть взаимный интерес. Тогда это тут не совсем это про любовь, и точнее вообще не про любовь, а про надежных людей, про искренние намерения и когда, наверное, цели совпадают. Но и договариваться как будто бы придется. А давайте мы с вами откроем, а что же это такое случится или произойдет, чего ждать с 20 по 30. А ведь и правда какая-то как подвешенная, замороженная ситуация. И есть у вас уже четко планы, но что-то на лад дело не идет. А почему? Может быть, какие-то условности. Еще одна карта, которая говорит о том, что именно вы почему-то чего-то ждете. Или находитесь в той ситуации, когда, по крайней мере, движение вперед вы пока не видите. Ну, давайте дополнительные карты. Что случится? Еще одна карта, как называется в этой колоде, прилежная ученица. Мы об этом с вами говорили. Может быть, действительно для вас должен пройти срок, пока вы освоите ремесло, какую-то профессию, пока вы просто, мои дорогие, получите какой-то документ. Я могу предположить, кто-то обследование банально проходит, да, если мы говорили, врачи проходят. Ну и пока вот не будет верифицирован, может быть, диагноз. Но, понятно, до этого времени это как подвешенная ситуация, и мы еще точно наверняка не знаем. Пока там не сдадите все анализы, не пройдете обследование, все, что полагается или то, что вам рекомендовано, вы тогда как будто ожидаете. Но это, наверное, для единиц, потому что все-таки тут мы сами учимся, мои дорогие. Есть точно какое-то взаимодействие. Оно вроде бы и продвигается. Мы тут что-то сохраняем. Но сказать, что это какой-то прорыв, да тут ничего не происходит. А почему? У вас много старших арканов, мои дорогие близнецы. И тут правда, тут как будто обстановка сама на вас влияет, не давая вам как фору или какой-то скорости вперед. Может быть, вам ее и хочется. Ну, мы все разные, кому-то наоборот, совершенно не хочется, а хочется уже отдохнуть, какого-то покоя в доме, кстати, да, привести и мысли в порядок, может быть, и тело в порядок, то есть дать себе какой-то отдых. А у кого-то будет, понимаете, ну, правда, как застой. И переломить эту ситуацию невозможно. Вот вы бы даже и хотели или ждете, когда это закончится, а тем не менее, дорога к свету. Мы проходим вот такие, ну, не самые простые, наверное, не самые приятные вехи в нашей жизни, когда и правда мы что-то наметили, но к этому еще тысяча условностей, предпосылок, согласований, когда это должно откликаться в душе какого-то другого человека или согласовываться, кстати, к законам, вот у кого это актуально, пока мы разберемся, как в отношении нас работает закон, какие наши, может быть, права, какие обязанности, как мы можем выйти из создавшегося положения. Тут вот нельзя что-то ускорить, но тем не менее, когда нам может казаться, что все замерло, на самом деле все-таки движение есть. Мы просто его не видим. Вот эта дорога к свету, она все-таки означает, что вот то, что вы, может быть, отправляли куда-то документы или с кем вы имеете уже согласование, какие-то договоренности, может быть, мои дорогие близнецы, но как в других инстанциях, подобный ваш вопрос или ваша какая-то тема или подобная вашей теме, если, к примеру, вы обращались к юристам,
То есть что-то как будто продолжается, да, но для вас невидимое взгляду. Может быть, это действительно конкретные люди, которые вам оказывают содействие именно в вашей теме или в вашем вопросе. Тогда у них какие-то могут быть заминки. Я такое могу предположить тоже. Итог вы какой-то получите. И по 20-му старшему аркану это избавление от страданий, избавление от разочарований, то есть все равно дорога к свету. Но сказать, что это будет прям вот так стремительно, быстро, я не могу. Ладно, давайте мы узнаем, а что же в неожиданностях. В неожиданных каких-то событиях могут быть новости, информация. Рано или поздно, видимо, вы получите какой-то документ. Может быть, сроки сдвигаются, может быть, не так долго все идет в задержку какую-то, сколько вы, допустим, ожидали получить, предположим, сегодня какой-то документ, а вы его получите дня через 3, да? Да, тут правда ожидание, когда вы, может быть, уже словно голову сломали, в какую сторону повернется тот ваш вопрос, который вам не дает покоя. Вот вам явно что-то не дает покоя. И изменить просто потому, что вы бы хотели ускорить, это не получится. Опять же, туз жезлов делит, я часто говорю, нашу жизнь на период до и после. Часто это именно известие или окончательное решение какого-то вопроса. И это будет решено, объявлено, и все ваши сомнения, они как будто бы уйдут. Я тут вижу, что новость какую-то вы железно получите. Может быть, это и будет где-то отчасти связано с какой-то информацией, которая или извне, или от другого человека, или каким-то образом она будет для кого-то из вас именно с позиции юриспруденции, вот какого-то документа, согласований, возможностей или невозможностей. А что это? Вам, знаете, вам тут нужно все равно предельно, как будто вот то, что вы уже инициировали, или у кого совпадает, действительно, вы в ожидании, что вот-вот мой вопрос должен решиться. Но тут все равно нужно быть наготове, потому что тут может быть по принцессе мечей что-то видоизмененное, причем стремительно. Может быть, это и вы, в конце концов, получая такие вот эту известие, новость, бумагу, вы будет то время у вас, мои дорогие близнецы, когда вам нужно быстро будет собраться и куда-то поехать, отреагировать. Вот, может быть, вы это и чувствуете, что вот как только я получу бумагу, документ или известие, или какой-то процесс у вас как завершится, я тут же с низкого старта уже куда-то устремляюсь. Вот интересно, а что же это такое прояснится? А вот и прояснится. Я понимаю, вы все разные, мои дорогие, но, видимо, у каждого какая-то своя либо путаница, либо ожидание. Ну, может быть, и либо документы это, или пусть это будет связано с домом, а у кого-то, как я говорила, вообще именно ваши личные вопросы, когда вот как обследование, или когда вы юридически именно пытаетесь что-то выяснить. И вот влюбленный ведь это выбор. То есть как будто и направо, и налево, тогда или нет, получится, не получится, продолжать или завершать. В зависимости от того, как карта ляжет, я тут готов как-то поступать. Но договариваться, опять же, придется, потому что карта говорит, сепарация – это только иллюзия. Так что же прояснится, к чему все идет? К миру, мои дорогие. Может быть, вам много согласований нужно провести? Вы натуры деятельные, мои дорогие близнецы. И вы знаете, у вас действительно какой-то вопрос у вас получится осуществить, но не совсем в том контексте или русле, как вы это себе запланировали. Потому что, может быть, вам что-то казалось значительно быстрее или проще, а тут и длиннее, и сложнее, вот как-то так. Но, тем не менее, итог вас порадует. 21-й старший аркан. Мир. Влюбленный мир. У кого-то это примирение, у кого-то, может быть, и в судах, да? Как примириться или, ну, пойти на мировую, будем говорить. У кого-то из вас вообще на более глобальном уровне. Весь мир ждет именно мира, мои дорогие.
Очень символично для вас, мои дорогие близнецы, именно эта карта выпадает. Может быть, путем каких-то сложных переговоров, договоренностей. Вот этот мир и воцаряется. У вас правда получится что-то осуществить. И то, что вот вы проделали какую-то работу, да, вот мы спросили, для чего все это было нужно, будет этот результат или нет. Результат будет. И вы, можно сказать, можете собой гордиться. Что-то у вас действительно складывается, но это не из-за ожидания, а как-то вы правильно либо провзаимодействовали с людьми, нашли, может быть, нужных людей или вышли на толковых людей, да, даже узких специалистов, так ведь тоже нужно. Мы часто пока найдем этого толкового специалиста, мы проходим массу каких-то других. Должна признать, что и карты-то сами тоже не говорят, что ваш вопрос, как легко можно решить, ну вот словно на раз, и уже дело готово, дело в шляпе. Ладно, давайте посмотрим, что же по сфере личной жизни, взаимодействия с людьми, любви. Карта башня. Порядок какой-то меняется. Может быть, как уклад, миропорядок. Есть какие-то тенденции, которые нам тоже говорят, вот не будет как прежде. Вот кто знает, и тут даже могут быть и вопросы пары или вопросы семейные, но когда ведь это карта трансформации, в пределах семьи нужно какой-то документ переоформить. Почему говорю про документ? Потому что башня это тоже своего рода прообраз какой-то системы, какой-то структуры. И вот от попадания молнии она рушится. Но здесь нам в виде дерева изобразили, но это все равно значение-то ведь не изменилось. Смена структуры, смена власти. Пусть это у вас на личную жизнь, но опять же, старший аркан. Это внешняя какая-то обстановка накладывает на вас или давлеет над вами. И именно перестроиться, трансформироваться, что-то видоизменить или под новый уклад. Как адаптироваться самому, организовать свою жизнь как-то иначе. Давайте еще одну карту. Чего ждать? Возможно, это будет связано непосредственно с финансами и работой. У кого-то работа на дому. Вот совсем недавно планета Уран вышла из вашего знака зодиака и вернулась в Телец. Последний такой заключительный аккорд, транзит в Тельце, чтобы с 26 апреля в 26 году уже обосноваться в вашем знаке зодиака на 7 лет. И Уран, как известно, все дробит. Вот у кого-то может быть и обычная, то есть ваша привычная занятость, работа и поиск дополнительного дохода, работа на дому. Может быть и так. Пробовали себя в одном деле, что-то не пошло, да, или обстоятельства изменились, и вы будете искать какой-то другой метод. Просто пентаклевая карта, одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу, у вас каким-то образом совпадает с личной жизнью. Конечно, мы можем сказать, что над отношениями тоже нужно работать. Может быть, важные договоренности. Давайте, что это еще? Еще один король мечей. Тут самое главное себя на что-то определить и решиться вам нужно. Да, я вижу именно так. И какова бы ни была башня, что бы там вокруг ни менялось, какие обстоятельства бы ни складывались, мы на это не влияем. Но я вижу, что вам нужно с чем-то определяться. Потому что король мечей – это, опять же, здравомыслие, холодная голова и где-то ответственность. Вот у вас по части личной жизни ваша ответственность, которая может быть увязана еще с какими-то юридическими процедурами, да, или пусть это не с юридическими, а с домом, или конкретно вы сами в центре внимания и ваше здоровье. Я не говорю, что вы болеете, ни одна карта об этом не говорит, но как будто и высшие силы словно вас подталкивают о себе не забыть, аркан башня. Тут как будто нужно не отложить что-то на потом, а вы понимаете, что мне именно сейчас нужно чем-то заняться. И, может быть, это для того, чтобы чувствовать себя более ресурсным, но и в плане физической активности тоже. Работать, потому что нужно много. И поэтому
Для работы нужны силы, и кто-то именно как вот сила для того, чтобы осуществить какой-то план, может задуматься всерьез о собственном имидже. А имидж– это здоровье тоже. Если мы чувствуем себя, ну, словно что-то барахлит, так надо разобраться, что это. И у кого-то, правда, такие темы, которые именно касаются вас самих. И не важно, что тут у нас два короля. Ну, может быть, и время пришло. Что ждет или чего ждать у нас в вопросах финансов, поступления денег, получения какой-то информации. Может быть, это какая-то бумага, за которую буквально ее нужно оплатить за то, чтобы как быстроту или за скорость. Так мы можем ждать документа, к примеру, ну, может быть, и 3 недели. А в каком-то ускоренном режиме вам его могут подготовить за 5 дней, а то и за 3. Но за это нужно заплатить. Может быть, это случайно вы об этом узнаете, и как раз словно лед тронулся, какая-то ситуация у вас выйдет вот из этого подвешенного состояния, или вы через деньги сумеете решить какой-то вопрос. Мои дорогие близнецы, правда, тут финансы, они влияют словно на все сферы жизни. Ну, наверное, потому что деньги– один из способов взаимодействия с миром. И, похоже, у вас хорошо получается даже обходить острые углы, потому что какие-то, и причем это официально могут быть какие-то процедуры, когда энная сумма денег вам помогает, ну, что-то либо ускорить, либо с чем-то разобраться, либо, допустим, получить того специалиста, консультацию, проплатить, может быть, именно участие специалиста в каком-то вашем вопросе. Здесь у кого что. Ваша задумка от начала до конца. Но я должна сказать, восьмерка жезлов в некоторых колодах тоже карта трансформации, поэтому у кого-то из вас это как подсказка. Будь внимателен, потому что системы взаиморасчетов могут меняться. Может быть, кому-то изучить как раз придется, как это работает, да. Мы все ждем цифровизации в зависимости даже, ну, может быть, у кого-то в одной стране пораньше, у кого-то попозже, где бы меня ни смотрели, все движется человечество в сторону электронных денег, пересмотра. Именно не кэш, а работать научиться, может быть, именно с этими системами, с какими-то приложениями. И вы видите, что да, мне знаний не хватает. Вот, кстати, с учетом тройки пентаклей, тоже ведь пентаклевая карта. Как будто есть смысл в каком-то деле разобраться. Или откуда приходят деньги, будем говорить, или каким образом вы зарабатываете. Но вполне вероятно, это будет непосредственно и самих финансов касаться. По восьмерке жезлов это мы буквально бумагу какую-то можем получить. Может быть, по части денег. Но жизнь идет вперед. И если поначалу вам, может быть, в самом начале этого периода кажется, ну вот как карта подвешенной, да, повешенной точнее, умеренность, ничего не меняется. Не волнуйтесь, мои дорогие, все ускорится. Поэтому я так думаю, что не случайно и вам выпадает как 20-й старший аркан и 21-й. Что-то вы завершаете, проясняете. Толк в чем-то будет, так и хочется сказать. И что же на ваши достижения, чего ждать? Вот самое главное, чтобы не было иллюзий. Где-то карта говорит, не складывай в одну корзину все подряд, не возлагай все на один корабль, но и не бездействуй. Все же, если вот, как мы говорили, есть определенный регламент, вы знаете точно, что срок определенный вам нужно подождать. Но это где-то требует спокойствия, умеренности, терпения, будем говорить, это терпение. И все, тут оно тогда придет, с документом у вас что-то разберется. Но если мы просто ждем, что ждем какого-то человека, он не придет, будем реалистами. Или мы ждем, не прикладывая к этому усилий, что какой-то вопрос без нашего участия решится. Нет, тут нам сказали, что тут так не получится. И, безусловно, каким-то метаморфозом судьбы все-таки аркан башни, трансформация и восьмерка жезлов говорит, что тут все равно мы не уйдем от какой-то новостной палитры, мы не уйдем от того, что словно мироуклад, порядок. Порядок может быть в вашей стране, может быть это порядок даже на работе. И пусть у вас башня выпадает именно на любовь, личная жизнь. График на работе поменялся, и он будет напрямую как-то оказывать влияние и на жизнь семейную, или на жизнь личную. От этого тоже не уйдешь. Поэтому разумно, но активничать все-таки нужно.
держать руку на пульсе, чтобы свести к нулю какие-то неожиданности, тоже нужно. И я бы даже сказала, вовремя ухватить какую-то возможность. Как известно, возможности к нам приходят вовсе не так, как мы это ожидаем. Что-то интересное у вас получается, мои дорогие близнецы. И в центре я так больше вижу тема финансов. По крайней мере, финансы вам открывают какие-то возможности. Или помогают, буквально так. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за ваши искренние и душевные комментарии. Благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.